дорогие гости! Я рада, что вы заглянули на канал Татьянин день. На календаре 24 декабря, а это значит, что отмечается народный праздник Никонов день. В церковном календаре это день почтения памяти преподобного Никона Печерского, игумена Киево-Печерской лавры, и преподобного Даниила Столпника, подвижника. Другие названия праздника – Никон, Никон Сухой-Печерский, Даниил, Данила и Лука. Обычно в этот день разжигали костры во славу солнца. Также по солнцу предсказывали погоду на ближайшее время. Никон Печерский и Даниил Столпник жили в разное время, но оба прославились как истинные христиане, посвятившие свою жизнь служению Богу. Никон родился в XI веке в богатой и знатной семье. Уже в юности стал учеником святого Антония, основателя Киево-Печерской лавры. Спустя некоторое время решил удалиться в другую обитель и отправился в город Тмут-Таракань, где и нашел себе приют. Слава о жизни молчаливого инока быстро распространялась, и к нему стали подтягиваться люди, которые желали посвятить себя такой же жизни. Когда братьев по духу собралось достаточно много, был основан новый монастырь, а Никон вернулся в Киево-Печерскую лавру. В 1068 году Никон решил возвратиться в основанный им монастырь. Спустя несколько лет он был избран его игуменом. А Даниил Столпник жил в V веке. Он прославился аскетическим подвигом стояния на столпе. Преподобный Даниил в течение 33 лет, претерпевая зной, дождь и холод, творил непрестанную молитву, находясь на маленькой площадке, расположенной в верхней части небольшой башни. Столб Даниила находился неподалеку от Константинополя, по одной версии около церкви архистратига Михаила в Анапле, а вот по другой вблизи от Сосфения, современная территория Турция. В этот день полагалось молиться святому Никону, чтобы он успокоил душу и отогнал нечистую силу, которая всеми силами старалась пробраться в дом. В народе говорили: Никон стоит у икон. 24 декабря наши предки зажигали лампады и призывали солнце сойти на землю. Считалось, что в этом случае можно будет спастись от ведьм, которые, по поверьям, в отсутствии солнечных лучей набирали большую силу и развлекались тем, что портили обычным людям жизнь. Например, летая на метлах и устраивая метели, заметали все пути дороги вокруг деревень, пугали одиноких путников, стучали в окна и закидывали в открывшиеся двери горсти снега. В этот день с утра было принято молиться Никону Печерскому и просить защиты от нечистой силы, но накануне люди сами себя старались обезопасить, втыкая нож в косяк входной двери, вбивая гвоздь или рассыпая по двору золу. Интересно, что нечистую силу порой наделяли достоинствами. Так, если у человека начиналась лихорадка, то выгребали печную золу, выходили на улицу, становились спиной к ветру на любом перекрестке и произносили заговор и верили, что вихри унесут болезнь. На Руси с помощью ветра также можно было приворожить любимую девушку. Для этого вечером Никонова дня выходили из дома, когда из печи шел черный дым, вставали к дыму лицом и произносили специальный приворотный заговор. Существовал и еще один обычай. В этот день загадывали желания, а после отламывали веточку яблони. Ее приносили в дом и ставили в воду. Если к Рождеству ветка распускалась, то это означало, что загаданное желание сбудется. Если ветка еще и зацвела, то это сулило неожиданную радость. А вот под Спиридона в ночь с 24 декабря на 25 декабря загадывали сны, и считалось, что они вещие. Ложась спать, говорили: «Спиридон, солнышко, повернись, а мне, Божьей рабе, ваше имя, чистая правда приснись». Сны, приснившиеся 24 декабря, означают следующее: куропаток щипать к обману, масло сбивать к богатству, конь хромой приснился к
к пустому пути, льва увидеть к беспокойству, нырять к безумному поступку, оскорблять своего начальника к повышению по службе, говорить с Христом предупреждение о беде, говорить с Богоматерью к печали о детях, беседовать со святыми отцами к доброй славе, с дьяволом говорить к искушению, брезговать кем-то к разорению, радоваться к слезам, ведро наполнять к слезам, охоть к здоровью, увидеть шута к насмешкам, увидеть швабру к грязной работе. А вот что нельзя было делать в Никонов день. С наступлением темноты в Никонов день люди старались не выходить из дома, не выглядывать в окно и не заниматься никакими домашними делами. Нельзя было вечером мыть полы, убирать в комнате, стирать. Считалось, что нечистая сила обязательно вмешается в любой процесс и чем-то навредит. Нельзя было в этот день употреблять алкоголь, иначе человек становится привлекательным для нечистой силы и может что-то натворить. Также считалось, что на человеке должна быть надета чистая одежда. Ведьмы и злые духи от таких людей держатся подальше. Запрещалось в этот день отправляться на охоту или на рыбалку, рубить ели в лесу и вообще брать в руки острые предметы. Это могло закончиться несчастьем. По традициям, для защиты от нечисти клали топор в печь острием вверх или около двери острием к ней, чтобы зло не попало в дом. По приметам, если в этот день разобьется горшок, то нечисть смогла пробраться в хату. Говорили, что тогда в семье начнутся ссоры и беды. Верили, что в Никонов день можно обезопасить себя от напастей, если оставить тарелку или горшок с кашей в темном углу в доме, чтобы накормить домового. После этого нужно было обязательно пораньше лечь спать, а на утро эту посуду закапывали, а еду оставляли птицам. Еще один способ защититься от злых духов и болезней, которые те насылают, это съесть каждому члену семьи по ложке пересоленной и испорченной каши. Запрещалось оставлять 24 декабря веники на видном месте в доме. Их нужно прятать или закрывать покрывалом. Такая традиция возникла из-за того, что нечисть может залететь в гости, чтобы украсть метлу. На них якобы бесы и духи летали по небу и заодно напакостить людям. В этот день все старались вести себя тихо и доброжелательно по отношению к другим, чтобы не привлекать внимание нечистой силы и злых духов. Как и во все православные праздники, люди верили в приметы, которые замечали в Никонов день. Погода на ближайшие дни или на следующий год определялась по поведению птиц и животных, по отдельным явлениям природы или по каким-то другим приметам. Если солнечные лучи в Никонов день к земле тянутся, то будет вьюга. Если от солнца по бокам от света идут, то скоро грянут морозы. Если воронье кружит и места себе не находит для ночлега, то скоро налетит буря. Если в этот день белки в одном дупле собираются, то вскоре грянут морозы. Хозяйки также обращали внимание на такие приметы, как плескание еды через край посуды во время приготовления пищи. Считалось, что это к облачной пасмурной погоде. Именины в этот день празднуют Терентий, Викентий, Даниил, Емельян, Иван, Леонтий, Николай и Петр. Родившимся 24 декабря следует носить нефрит или опал. Ну а я благодарю вас за просмотр. Если понравилось это видео, то ставьте класс и подписывайтесь на канал. Желаю вам добра и благополучия. До скорой встречи в новых видео.